привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных с маркетплейса Lamoda в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о новых заказах из Lamoda в другие системы. Например, в Google Sheets вести учет новых заказов из Lamoda удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Lamoda. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Lamoda к системе Apex Drive. Введите email вашего аккаунта Lamoda, а также API-ключ. Перейдите в настройки вашего аккаунта. Далее перейдите на вкладку API и скопируйте ваш API-ключ. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. На этом этапе дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому также кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google Таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google Таблицы, на который вы будете передавать данные. После выбора у вас отобразятся колонки Google Таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в нее и выбрать из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных в Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!